Если кто пришел, напишите, как меня видно, как слышно. Дайте обратную связь. Все, по-моему, микрофон все включила. Так, ребята, если кто пришел на прямой эфир, напишите, как меня слышно, видно, чтобы я поняла, все ли правильно мы сделали в этот раз или неправильно. Галочка прийшла. Доброго вечора, ми з України. Галочка, добрий вечір. Як ваші дела там? Чем занимаетесь вечером? Як погода? Очень приятно. Друзья, всем доброго вечера. В общем, немножко сейчас поговорим пока, кто еще подойдет на прямой эфир. Подумайте, что вы хотите спросить, какой вопрос задать. Я на все отвечу. На какую тему хотите поговорить. Так, пока еще никто не подошел, но я думаю, подождем несколько минут, пока все подтянутся. Ага, чути добре. Ну, хорошо, хорошо, що чути добре. Аллочка, дуже дякую тобі, що ти прийшла на прямий ефір. Ну, как всегда, настраиваемся, пока давно уже не было эфира, поэтому пока настроишь, уже все позабывали. Вот. У нас тоже сейчас жара, 35 градусов. Погода очень прям жаркая, даже с утра. Но хотя вчера был шторм на море, и купаться невозможно было. Я не знаю, мы когда вечером пошли с мужем туда прогуляться, несколько человек буквально там плавали, а так в основном все сидели и смотрели только на море. Так что вот такие дела у нас. Ага, викачала мед, смакуєте, з чаєм. Да, мед вкусный. Да, хотелось, конечно, домашнего меду, но в магазинах продают не домашний. Вот. Да, сейчас время отпусков, и все в основном, кто на дачах, кто поехал отдыхать, поэтому, не знаю, может, еще не увидели приглашение на стрим, поэтому не в курсе, что сегодня я хочу поговорить на прямом эфире, обсудить некоторые темы по поводу поездок там, которые ездила в Томюк, и вообще по своему району, вот, району Теджи. Так что пока так. Так що, Галочка, а булочки чи пирожки, які пекла до меду. О, Леночка тоже, Леночка, добрый вечер. Да, добрый вечер, Елена. Очень приятно, что тоже пришли на мой прямой эфир.
Ну, я думаю, сегодня народу, наверное, мало будет, все отдыхают, выходной день, наверное, шашлык жарят. Сердечки полетели. Спасибо, ребята, что нажимаете. Когда сердечки летят, YouTube видит и начинает дальше продвигать видео, чтобы больше людей посмотрели прямой эфир. Очень приятно, спасибо вам большое. Так. А у нас акация и липа. Ну да, мед такой самый вкусный. А с акацией он, по-моему, долго не застывает, мне кажется, если я не ошибаюсь. А липа это вообще вот очень такой ароматный мед. И еще цветочный тоже ароматный. Вообще любой мед, он вкусный. Вот. Так, о чем хотели бы поговорить? Я снимала недавно видео, как вы знаете, про Томюк, но я смотрю, те, которые живут в Томюке, пока не подтянулись. Только Леночка из Теджи. Так. А, мамины оладьи, да. Мамочка у нас пекла вкусные оладьи. Это точно. Я тоже тут часто готовлю. Такие они пушистые получаются, очень вкусные. Да. Ну ладно, пока никого нет. Может, Лена что хочет еще спросить, напишет. Так, о чем я хотела поговорить? Так, ну про Томюк мы, наверное, попозже тогда поговорим. Про море, вот да, вчера вот шторм был такой, ну вообще и непонятно даже, знаете, вот метров 100, наверное, вот это песок прибрежный, вообще вот коричневый был, большие волны такие барханчиками, не очень хорошо было. Пластик, конечно, как всегда нанесло. Не знаю, в этом году море ужасное просто по сравнению с прошлым и позапрошлым годом. Если в те года, ну, чуть-чуть было пластика, то в этом году что-то творится неимоверное. Поэтому не знаю, как дальше будет лето, но такое сейчас непонятное. Жара, да, 33-35. Но хотя обещали вот в эти выходные дождь, но дождя нету. Может, и был где-то в горах, но у нас его нету. Очень жарко. Днем выходить невозможно. Вот. Так что вот такие дела. Я, как всегда, с конспектом все записываю. Поэтому, чтобы все знать, Леночка пишет. Пластик до Алании доплыл, да. До Алании это, конечно, да и до Анталии даже. И знаете, что я раньше как-то думала, что скидывает только то, что с кораблей, да, вот приезжают в порт, например, там перерабатывают, и чтобы не сдавать, не платить за это деньги, сбрасывают. Галочка говорит, привет, привет, сестричка. Я думала, что сбрасывают этот пластик, и вот он сюда плывет. А оказывается, я задала вопрос чату GPT, и он мне ответил, что недалеко от нас, в Мерсине-Водоне конкретно, очень много предприятий, которые перерабатывают пластик, и пластик, который приходит из Европы. Ну, я думаю, пока он идет, там, наверное, какие-то тюки или в чем его доставляют, теряются. А может, не знаю как, может, с самих предприятий вот это все сбрасывают. Поэтому вот такое море. Не знаю, и все и жалобы там пишут, и, в общем, не знаю, что будет дальше, конечно. Хотелось, чтобы море было чистое, все-таки лето, вода теплая, купаться хочется, и приезжает много отдыхающих, набережная вот вечером, другой раз выходишь, просто, я не знаю, как раньше в Крыму было, да, вот очень много людей. Но из-за пластика не всегда хочется заходить в море, поэтому в каждом сите практически есть бассейны. Вот купаемся в бассейне, если совсем грязно. Ну, если более-менее, конечно, ходим на море. Но бывают промежутки, чистые дни, да, не то, что там вот постоянно. Нет, пластик он есть.
Ну, не поймешь. Знаете, с утра бывает чистое море, а к вечеру грязное или наоборот. Поэтому такое дело. Не очень хорошо, но никуда от этого не денешься. Так что вот так, обсудили море. А, еще хотела поговорить. Вот наша, кстати, в Теджи поликлинику все-таки делают. Буду снимать видео. Я когда буквально пару дней назад проезжала, и там, где было место специально для поликлиники, уже вырыли котлован и залили фундамент. Я как раз ехала, и мне навстречу ехали биксы. Но я не стала в тот день записывать видео, потому что когда идет заливка, очень шумно, там просто ничего не слышно будет, что, как говорится, это. Но я буду снимать обязательно все. Все покажу, вы посмотрите, как всегда, возьму вас с собой. В общем, так, сегодня как-то скучновато, да? Никого нету пока, все отдыхают. Ну, ясное дело, люди в отпусках, многие, кто-то в гости поехал, кто-то еще куда-то, кто-то занимается своими делами, может, огороды полит там на дачах или еще что-нибудь. В общем, такое дело. Ну, я думаю, может, стрим будет не такой длинный, как обычно, поэтому обсудим то, что есть. Так, что мы еще? Так, про поликлинику я говорила. Так, я недавно снимала набережную нашу в Тедже. Ну, показывала, да, если видели там ближе к рынку по средам, где ресторанчик, там такая территория большая, и раскопали все, заложили вот эти трубы, пластик синий. Это подготовка, туда уже воду будут подключать. И сегодня я проезжала мимо, там уже такие, знаете, вот как бы такие небольшие куски пластика стоят на земле повыше, да, и туда будут распылители. Это места, где будут распылители для воды. И я думаю, может, не будут ждать даже до осени, а посадят какие-то растения. Ой, спасибо вам большое за сердечки. Лесси, здравствуйте, приятно увидеться. Мне тоже очень приятно, что вы пришли на прямой эфир. Нас мало, как говорят, но мы в тельняшках, да. Потихоньку, я думаю, ребята подтянутся. Может, кто-то не видел сообщения, что сегодня будет стрим. Ну, а если кто впервые зайдет, буду рада знакомству. В общем, я думаю, обсудим все. И спасибо за сердечки, спасибо большое. И как я говорила, что вот эта набережная, ну там очень много места. Туда, конечно, бы насадить много деревьев, такую, знаете, зеленую зону сделать, было бы вообще шикарно. Очень красиво. Место хорошее. Ну, возле нас пока еще ничего не делали абсолютно. Вот, ну, надеюсь, будет. Елена. Вера, здравствуйте. Скажите, есть ли в Тедже зубной врач? Да, зубных врачей много. Ну как, вот если вы будете возле рынка по средам, да, там буквально за рынком, вот пройти дорогу, буквально сколько, ну метров, ну 150, ну, это максимум. И повернуть на голову налево, вы увидите поликлинику, там есть русскоязычный переводчик, и на украинском языке говорят, и по-русски, и по-английски, да, там есть врач. И если вы от этого же рынка по средам будете подниматься в сторону трассы Д400, там есть стоматологический кабинет. Там турецкий, турки, ну, я не знаю насчет того, есть там переводчик или нет, потому что я была там в прошлом году, узнавала, сколько стоит вот это все, как бы стоматология. Но цены растут на сегодняшний день, точно не знаю. Но в прошлом году было как бы от 4000, если ставить, например, цирконий, да, за единицу. Вот такие цены. Ну, если... Я даже, по-моему, видео снимала, вот, где есть конкретно вот эта стоматология.
Ну, если вы, например, вам срочно нужно, можете, Елена, написать в мой телеграм-канал. Под каждым видео я оставляю ссылочку на свой телеграм-канал. И туда можете написать или связаться со мной, я могу узнать все. Поэтому не волнуйтесь. Так, что еще у нас? Это мы говорили. А так, ребята, если мало ли что вас интересует по самому району, по коттеджа, или по городу, или по аэропорту, вы задавайте вопросы, я вам все расскажу. Да, вот локация, это муж скинул, локация вот этой поликлиники, поэтому, если что, Елена, вот эта локация. Так, что у нас еще нового? Вот буквально недавно здесь такой был, знаете, ажиотаж просто, если сказать это можно нормально. В общем, сейчас приняли закон, что для всех каждый иностранец может иметь только один телефонный номер. Поэтому мы ходили на верификацию, подтверждение номера. Это в Тедже, в Туркселе. Туда нужно прийти, и там, вы знаете, такая, прям, я не знаю, такое ощущение, как будто тебе дают гражданство. И фотографируют, и там кучу этих заходить надо, всякие эти системы. Это очень сложно. Буквально кто-то говорит там 5 минут, но ничего подобного. Мы были там, я не знаю, больше часа. И причем, вот, друзья, если у вас, например, вы приехали, да, приехали, и у вас, например, не было турецкого номера, да, и кто-то оформил его на себя и как бы симку купил на себя. И если вот сейчас ее не подтвердить, например, да, то этот номер просто заблокируют. Вот, поэтому нужно обязательно вот эту сделать верификацию. Вообще она должна была до 25 июля, но, как говорят, что продлили вроде бы до 1 сентября. Не знаю, насколько это точно. Спасибо за сердечки. Вот, поэтому, если кто вот в ближайшие дни будет ехать и у вас телефон, то обязательно подтвердите, иначе заблокируют номер и потом сложно. Я вот, например, когда приехала, да, первый раз, это 3,5 года где-то назад, у меня не было еще, ну, ВНЖ не было, а без ВНЖ, как вы знаете. Спасибо, ребята, да. Алла говорит, Аллочка, привет, да. Здравствуйте, Ира, как вы? Приходите к нам в гости, вы хорошо готовите. А вы здесь уже в Тедже, что ли, приглашаете в гости? Или вы в другом городе? Напишите, пожалуйста. Да, вот по поводу телефонов. Вот я, например, да, приехала, у меня еще не было ВНЖ, Кимлик вот не было. А у меня дочь жила уже в Турции и купила, например, по своему Кимлику, тогда было проще, купила симку и пришлось заново покупать, потому что номер, даже если ты родственник или там даже муж или жена, нет, но нужно только на конкретное лицо. Поэтому вот такие сейчас правила, очень сложные, в общем. Придумывает, я не знаю, каждый день что-то новое, и это, во-первых, нигде не было, а потом в чатах, и такая круговерть была, это просто ужас. Ага, да, и опять же, мы с вами соседи. Очень приятно. Хорошо, приду, договоримся. Вот, Аллочка. У меня же, знаете, Телеграм, можно написать Телеграм или созвониться. Вот. Я думаю, встретимся, поговорим поближе, обсудим все, познакомимся. Мне приятно будет. Вот так. Да, я часто встречаю своих подписчиков вот и на море с девочками, и Светлана, там привет, если будете смотреть в записи эфир, вам привет большой. Вы приезжали с семьей, и мне приятно было поговорить, встретились на море. В общем, и часто встречаю. Даже сегодня встретила случайно
людей, а они говорят, а мы ваши подписчики. Очень приятно. Спасибо вам большое. Мне очень тоже приятно всегда встречаться, разговаривать, делиться какой-то полезной информацией, потому что сейчас мало кто что рассказывает, а когда купили, как говорится, квартиру и хотите больше узнать, то любая мелочь, она всегда важна. Я тоже так вот, когда купили мы, ну, 3,5 года назад, и ничего же не знали абсолютно. Как говорится, через интернет все взяли и вслепую, как котята. Но сейчас я уже знаю и могу поделиться с тем, кому эта информация нужна. Евгений, привет. Привет, Евгений, спасибо, что вы пришли на прямой эфир. Задавайте вопросы, что вы хотите узнать, о чем поговорить. Расскажите, какие у вас планы. Салима. Привет из Ташкента. Привет, Салима, очень приятно. В Ташкенте, да. Я никогда не была в Ташкенте, но мне всегда хотелось вот посмотреть. Интересно, город, наверное, красивый, все. Ну, может, когда-то и получится поехать, посмотреть эти все места. Так, о чем мы еще? Про верификацию, да, вот поэтому, если у кого вот с этими телефонами, обязательно нужно это все сделать, подтвердить. Но если у вас телефон оформлен на турка, а у вас симка, то, в принципе, это нормально. В том смысле, что это касается только иностранцев, вот, у которых кимляки, там это все. Турков нет, не трогают, поэтому я думаю, будет легче вам. Вера, скажите, пожалуйста, Леся спрашивает, как вы платите налог на недвижимость, где и через какой сервис? Налог на недвижимость я оплачиваю сразу за год, еду в Беледие туда и прямо на месте беру ТАПУ и свой кимлек и оплачиваю. Поэтому вообще налог платят, можно 2 раза в год платить, но я сразу оплачиваю за год. Поэтому, потому что, знаете, бывает, забудешь или еще, а так заплатил и, как говорят, спи спокойно, да? Алла, вы супер. Спасибо большое, Аллочка. Елена, да, Верочка, вы всегда мне помогаете, быстро отвечаете на вопросы. Елена, ну, я всегда стараюсь помочь, если у меня я на связи, например, я не выехала куда-то, да, и интернет, у меня там телефон, я, например, снимаю, я не вижу, потому что даже если в рюкзаке, мне не слышно. Но если я дома или рядом там телефон и раздача интернета, то нет проблем. Я стараюсь чем быстрее ответить, чтобы получили информацию. Ну, делюсь всем тем, что знаю. Что не знаю, я говорю как есть. Угу. Салима, в Ташкенте очень красиво сейчас, приезжайте. Ну, у вас, наверное, я не знаю, тоже жарко, да? Ну, у вас, скорее всего-то, климат более сухой. Здесь очень большая влажность, и даже вот 33-35 здесь как в бане. Очень прям, не знаю, тяжело дышать. Ну, по сравнению с прошлым годом, в этом году очень прям, я не знаю, поменялось все полностью, климат поменялся. Так, Елена, Вера, еще вопрос, где можно купить карту для проезда в транспорте и как ее пополнять? Ну, карту купить можно возле форума, есть там, по-моему, киоск. Раньше было, вот, по-моему, покупали вообще в Алкомаркете, вот в Тедже. Ну, сейчас я не знаю, есть или нет. Но возле форума там точно есть киоск вот этот. Пополнять можно через приложение в телефон или обычно даже вот раньше был, помните, Арат Wi-Fi в Тедже недалеко. Можно было туда прийти или даже там, где газ покупаешь или электрику, да, можно зайти и сказать, оплатить телефон. Много мест, где можно пополнить, поэтому самое главное, чтобы была карта, да.
Леся, спасибо большое. Антон, привет, привет. Евгений, привет. Тоже Евгений, привет, добрый вечер. Подумайте, какие вопросы вы хотите узнать поточнее. Я что знаю, поделюсь. Сегодня у меня сок. Чай не стала делать, потому что очень жарко. Но в доме-то нет. В доме кондиционеры работают, 2 кондиционера, поэтому нормально. Я даже на балконе не включаю вентилятор, хотя он еще есть. А так вот открыты окна и, пожалуйста, дверь открыта, и кондиционеры работают очень хорошо, комфортно. Вот, так что... Так. Еще, кстати, вот помните, я снимала дорогу до моста в Тедже? Она была только асфальт до моста, а дальше вот где Сейменли не было дороги. Сейчас дорогу эту продлили. Так, Евгений. Так, недавно были в Тедже, мы были недавно в Тедже. Жаль, что не увиделись с вами, Вера. Ну, если бы вы написали, Евгений, в Телеграм или на WhatsApp мой номер, я всегда рада встретиться, поговорить. Поэтому я думаю, в следующий раз, если приедете, напишите, и мы встретимся, поговорим. Думаю, все обсудим. По поводу дороги. Салима. Верочка, сейчас Чиля, поэтому жарко. А так у нас климат умеренно континентальный. Все в свое время. Мне в Турции нравится Средиземное море, природа. Да, климат здесь очень шикарный. Насчет этого я ничего не могу сказать. То, что я, например, в Питере все время мучилась давлением, голова болела, кружилась, все. Здесь, вот, как говорят, все хорошо, поэтому чувствую себя замечательно. Вот. И по поводу моста. Сделали дорогу, будет скоро видео на канале, как эта набережная дальше. Но я ее снимала немножко чуть раньше, поэтому еще будет потом второе видео, уже более новое. Как вы знаете, у меня какое-то время не было возможности монтировать видео, только с одного кадра делать, но такое видео с одного кадра невозможно было выложить, потому что очень много всего, и, в общем, все смонтируем, и будет видео. Буквально вот на днях на канале это. Так что посмотрите, как там сейчас красиво стало. Увидите все. Я, как всегда, делюсь с вами всеми новостями. Ага, Евгений, мы купили себе трицикл, или мы еще ее называем Манюня. Незаменимая вещь в Тедже. Если кого интересует, как и что, говорите, пишите. Ну, это круто. Да, ну, я не могу на таком ездить, потому что, знаете, мне для комфорта нужен велосипед, он более маневренный, поэтому в случае чего случись, я могу докрутить педалями. Поэтому мне это очень удобно. Так, а где взять ссылку на ваш телеграм-канал? Так, я обычно всегда под каждым видео, там в описании всегда пишу мой телеграм-канал. Напишите, пошло сейчас, нет, у нас интернет отключился. Сейчас я на раздаче с другого телефона, поэтому... В общем, такие ситуации, видите, не думая, не гадая, отключился интернет домашний. Ну, сейчас мобильного раздали, так что вот так. Наталья Сапунова, привет. Привет, Наташенька. Очень приятно, что вы пришли на эфир. Алла говорит, привет. Девочки, мальчики, если вам слышно и видно меня, напишите, сейчас есть трансляция или нет. Потому что отключился резко интернет.
домашний. И я сейчас его через телефон раздача идет. Так, напишите. Ага, плохая трансляция, да? Все нормально, да? Ага, Еленочка пишет, все окей. Угу. Так, все добре, Наталія Сапунова. Дуже дякую. Зараз чути. Ну, хорошо, що чути. Отак, ні з того, ні з цього відключився інтернет домашній. І хорошо, що вот 2 дня назад я сделала верификацию номера, и вот сейчас с мобильного интернета, с телефона, потому что не знаю, когда подключатся домашние. Вот такие ситуации бывают ни с того, ни с сего. Поэтому, ребята, не обижайтесь. Вот. Да, вы зависели немного, а теперь идет. Ну, слава богу, это очень хорошо. Да, вот ссылочка мне муж вот скинул. Интересно, можете потом перейти на канал и любой вопрос, что вас интересует там, я всегда стараюсь ответить. Потому что в другой раз тоже видео, например, комментарии там на следующий день или там, ну, нету времени посмотреть, чтобы ответить, да. В Телеграм я стараюсь ответить быстро. Так, Йоханчик, котейка тут у нас еще немножко шумит, поэтому... Оксана. Здравствуйте, Вера. Оксана из многострадальной Мерсины Люкс. Что знаете о строительстве метро? И ждем новое видео о Томюке. Ну, метро у нас строят, да, но оно не будет до Теджи. Оно будет заканчиваться на улице Университетская, но не та, которая в Тедже, а та, которая в городе. Это Университетская, она недалеко от Сая парка, поэтому конечная остановка метро будет там. Но не факт, что его построят быстро. Если аэропорт строили, по-моему, если не ошибаюсь, 15 лет, я думаю, метро, ну, будет в этих же пределах. Так что скоро кататься не будем. А кто провайдер домашний? Муж. Да. А зачем вам метро? Ну, метро, оно, конечно, нужно. Город все-таки миллионник. Поэтому населения много, и хотелось бы поехать быстрее куда-то, да? А вообще бы хорошо бы сделали какую-нибудь скоростную дорогу, ну, подземную, да, или какую-нибудь там, или по воде, по тому же морю, да, до Анталии, Алании, чтобы вот сел, например, да, на какой-нибудь скоростной корабль там или транспорт, и быстренько так раз, 3-4 часа, и ты в другом городе. Можно бы поехать на выходной погулять, снять все, посмотреть, поделиться с вами и обратно вернуться. Было бы замечательно. Так и никто не надеется. А что быстро строится лет на 10? Ну да, ну что делать, это Турция, здесь так все, очень долго строится. Евгений, как с частотой моря сейчас? Говорят, что начали следить за этим, эффективно ли? Нет, ничего не эффективно. Следить, может, и начали, но эффекта нету. Я не знаю, в этом году море засрали просто, вот другого слова нет. Засрали. Идешь и думаешь, чистое оно сегодня или нет. В общем, такого никогда не было. Но надеемся, что может достучаться до властей все эти людские жалобы и что-то начнут делать. Ну, этот пластик, да, его везут из Европы, никуда не денешься. И здесь перерабатывают, и я думаю, утечка идет из этих предприятий малых, потому что я не думаю, что так современно вот все сделано на таком высоком уровне защита. Поэтому вот оно добивает, и потом идет же течениями везде разносит. И разносит и до Алании, и до Анталии. Даже в Кемере, говорят, этот пластик есть. Он не постоянно, но течение, видите, заносят туда-сюда. Так, по поводу Томюка. По Томюку, да, вот это вот было видео, но я охватила не все стройки.
потому что было очень жарко, ну, невозможно просто. Я в ближайшие дни проеду, охвачу другие стройки, постараюсь зайти, узнать, когда будет сдача этих домов. Ну, как они обычно говорят, то 1-2 месяца. Вот даже вот здесь недалеко от меня стройка есть, там, по-моему, 8-я, Элькем-Япы, по-моему, 8-я стройка. Вот я вчера была, гуляли с мужем, да, и случайно зашли туда, говорю, давайте зайдем посмотрим. Зашли, там охранник, и он говорит, что, мол, обещают через 2 месяца сдать это все, ключи. Ну, там красиво, конечно, мне понравилось. Ну, вы напишите, если есть квартиры там, и что вам обещают застройщики. Поэтому, ну, тянут везде все. Угу. Так, Евгений пишет, мы уезжали по набережной налево километра 2. Там значительно чище, песок мелкий. Ну, вы в какую сторону уезжали? В сторону Томика? Если в сторону Томика, то там сейчас такая же ситуация. Не знаю. Если, может, вы ехали туда в сторону Эрдемли, да, там получше. Ну, там, понимаете, пляж. Ну, надо как-то поехать туда. Далековато, но съезжу как-нибудь. Он идет бухтой. И как бы эта бухта может, вода более спокойная, такая же, как возле Кискалеси, да? Также там получается, что с двух сторон такая идет бухта, и не так может попадает этот пластик, может течение мимо проходит, поэтому не знаю, в общем. Но у нас здесь творится ужасно просто. Ага, в сторону Мерсина. Ну, да, если удобно, конечно, если есть машина, поехать куда-нибудь подальше, я думаю, там получше. Потому что вот мы даже, когда была машина, вот, ездили в Вояж туда, далеко, там море шикарное, просто шикарное. Купаться и купаться. Мелкая галька, море такое, знаете, ну, чистейшее просто, но сразу идет глубина. Не как у нас, идешь по колено, потом это, там сразу глубоко. Ну, классно, и бухты есть, и, во-первых, туда, если поехать, вот я небольшой роли этот видео выставляла, там много интересного посмотреть, и, ну, по этой дороге в сторону Аяша есть что посмотреть. Остановиться просто так, посидеть, погулять по всем развалинам. Это все-таки история. Интересно. Так, что мы еще не обсудили? Угу. Ну, по поводу телефонов, я не знаю, все, наверное, расслышали, да? Если вот кто есть телефон, номер, турецкий номер, симки, то надо обязательно верификацию сделать, иначе отключат потом телефон. Поэтому если кто не пришел в начале эфира и не услышала, я как бы говорю, что, ребята, не откладывайте в долгий ящик, нужно обязательно это все сделать. Ага, Евгений, что почем на рынке сейчас? Ну, что на рынке? В субботу я была вчера на рынке. Какие цены? Ну, цены, как всегда, растут. Подорожала немного зелень, ну, буквально на 5 лир. Сердечки полетели. Спасибо, ребята. Нажимайте сердечки, тогда YouTube как бы дает большему количеству просмотров посмотреть. Дальше продвигает. Спасибо вам большое. Очень приятно. Иван, добрый вечер. Вера, в Томике на набережной есть какие-нибудь изменения, улучшается ли по поводу чистоты и ресторанчиков, стало ли более модернее? Ну, как сказать, да, ну, самой чистоты по всему пляжу нет. Есть чистота там, где небольшие сите, вот эти старые, да, и территория, где вот именно полив газона, там просто смотрят за этим. Я не знаю, может, это от самого города, как бы от района там администрация занимается, или от СИТЭ вот эту территорию они поливают, все как бы делают. Ресторанчики, да, там есть, там рыбный ресторан хороший,
Ну, как же, Посейдон, по-моему, огромный ресторан, там такие шикарные виды. И кстати, в этом ресторане можно и зимой быть. Там есть 2 зала больших за стеклом и большая терраса, где стоят мангальчики такие, вечером зажигают костер. Вы можете сидеть за столиком прям у воды и в хорошем кресле и наблюдать за морем и вообще просто наслаждаться жизнью. Есть. И еще открыли там чуть дальше, буквально от этого ресторана, я, по-моему, шорт сделала недавно, буквально метров 150-200, ну да нет, 150, наверное, если вот так по берегу смотреть расстояние, там зона, вот именно что шезлонги, бар там есть, кафе есть такое, там готовят еду, очень вкусно, и есть столы, где покушать можно, ну целый день там можно отдыхать, и территория маленькая для деток, ну, чтобы детки там играли, все как бы очень все безопасно. И взрослые отдыхают, и детки отдыхают, очень хорошо. Так, Евгений спрашивала, да, что почем на рынке сейчас? Ну, на рынке цены, ну, зелень подорожала, да, виноград 100 лир, черешня еще продают 100 лир, ну, помидоры там в зависимости 40-50, ну, в принципе, немного дорожает, но не критично, поэтому можно. Арбузы все очень много, дыни, сейчас очень много разных фруктов всего. Арбузы даже в магазинах вот продают, полосатые огромные по 14,90, по-моему, лир, 14 лир 90 курушей. А темные такие, по-моему, по 17, что ли, лир. В общем, нормально. Можно купить все. И нектарины вот эти вкусные сейчас, прям такие сочные-сочные. Ну, я вчера покупала и нектарины, и виноград, в общем, все такое. Клубника, правда, подорожала. Была по 200 лир. Ну, крупная. Помельче уже не стала спрашивать такая, ну, просто уже другие фрукты взяла, поэтому не стала брать клубнику. Так. Так, Иван Таша. Планируется ли покрасить променаду в Томюке, как в Тедже и Мерсине? Ну, скорее всего, вряд ли. Там дорога, она, понимаете, там асфальт, а вот это просто полоска крайняя, ну, где на велосипеде я езжу. Ну, просто там граница есть и нарисован велосипед и скутер, все. Как бы это давно уже делали. Сама дорога там широкая, там, понимаете, там и на мотоциклах ездят, и на автомобилях ездят, в общем, дурдом. И вечером, я не знаю, но просто знакомые делились в чате, что невозможно выйти вечером, очень много народу, вот это все шумно, не знаю. Ну, вообще каждому нравится свое, понимаете? Кто-то любит тишину, кому-то надо вот, чтобы было шумно, кому-то кафе, кому-то спокойный отдых, поэтому, в общем, такое. Тепло, да. Евгений, у нас жара, не то слово, 35. Вот в другой раз просто днем не хочется выходить. Ну, если на бассейн только вот сбегать. А так далеко, конечно, ехать я стараюсь, если снимать, то рано утром. Потому что днем или тепловой удар можно получить, или, я не знаю, или ведро воды выпить, пока едешь. В общем, вот такое дело. Так, а есть в Мерсине возможность сдать пустые пластмассовые бутылки, а в Алане уже есть? Да, в Мерсине, кстати, тоже есть, но, по-моему, где-то в стороне Черши там есть какая-то администрация, здание такое, вот не самый высокий дом, который там 52 этажа, а вот через дорогу, там чуть пониже дом, и вот там есть специальные такие 2 приемных пункта, где принимают вот эти маленькие пластиковые бутылки. Стоят они, конечно, там, я не знаю, вообще деньги дают или нет, но, по крайней мере, там принимают. Хотя было такое написано, что где-то в чате, по-моему, читала, что вроде бы собираются эти автоматы поставить в больших, во всех сетевых магазинах, чтобы люди могли сдать и получить за это денежку. Но пока
Нет. Ну, 2 точно есть. Вот один Черши, а один где-то вот в администрации. Поэтому, если узнаю точно конкретный адрес, я напишу. Мгм. Так. Иванташа, говорят, что электроника в Турции очень сильно дорогая, а именно ввиду телевизоры, электроприборы для дома. Да, очень дорого. Вообще в Турции все бытовое, кондиционеры, холодильники. Вот считайте, если вы, например, в России или в Украине живете, ну, я не знаю, как в Европе, ну, вот Россия и Украина, это считайте, умножайте на 2. Вот такие цены. Здесь очень дорого, потому что даже если заказать через не трендиол, ну, даже если через... Нет, не трендиол. Как же этот сайт называется? Второй. Там идет наценка 60%. Поэтому, ну, считай, растаможка и наценка очень дорого получается. Те же телефоны в 2-3 раза дороже. Вот поэтому, если есть возможность, вы едете на машине и привезти из дома или там купить, или свое домашнее, да, перевезти в свою квартиру, то берите на машине, перевозите. Это будет намного дешевле. Так, и сколько стоит примерно на сегодняшний день обставить квартиру 1+1 в евро? Ну, не меньше, там, ну, 1010, не меньше. Очень дорого, очень дорого. Если кондиционеры, все это, холодильники под 30 стоят, та же плита, та же если посудомойка, стиралка, телевизор, ну, не меньше 15 стоит в лирах. Ну, очень дорого. Поэтому, ну, около 10 тысяч евро точно будет. Ну, в зависимости, во-первых, какую марку вы хотите. Если вы хотите турецкую, там, Арчелик, Алтус, например, или еще Грюндик какой-то, или там, я не знаю, какие-то более такие недорогие, они будут дешевле. Но если вы хотите Bosch там, или Siemens, или еще что-то такое более навороченное, то цена, соответственно, она уже намного дороже. Поэтому, ну, как говорится, все рассчитывают на свой кошелек. Некоторые покупают и бэушную, но если бэушную брать, гарантии нет. Не факт, что она может сломаться там через месяц, и вам ее починят. Поэтому уже вам самим нужно выбирать, что хотите. Так, говорят, скоро мост будет из Мерсина на Кипр. Поездом за полчаса, здорово, да. Вы знаете, да, я тоже вот это слышала, буквально вот на днях, что хотят какой-то сделать то ли подземный, то ли верхний такой мост, что да, до Кипра буквально полчаса. Но это в проектах, это не факт, что будет. У них обычно как? Проект несколько лет рассматривается, а потом несколько лет будут строить. Если ту же дорогу делают вот до Анталии, автобан, да, и уже говорили, что вот-вот откроют, вот-вот откроют, и до сих пор не открыли. Участками делают, но еще пока не открыли. Но хотят, чтобы до Анталии за 4 часа. Это было бы классно, конечно, но пока ничего нет. Я ездила в Эрдемле, вот буквально тоже, ну, когда делала вот это подтверждение номера своего телефона, потом поехала в банк, потому что нужно было указать, что изменился номер. И возвращалась, я ехала на Далмуше, ну, маршрутке, и вижу вот эта дорога, автобан, да, ну, все, знаки стоят, все. У водителя спрашиваю, когда откроют этот автобан, что вам обещают? А он говорит, 2 месяца. Ну, вы знаете, турки всегда говорят 2 месяца. Ну, откроют, я не знаю. Дай бог, если через полгода что-то откроет, какой-то участок. Поэтому верить нельзя. Так. Хепси-Борода, да, есть магазин. Правильно, Леночка, правильно. Угу. Алиса, Вера, здравствуйте. Здравствуйте, Алиса. Очень приятно, что пришли на прямой эфир. Вот, видите, Алиса мне подсказывает, отсутствует подключение к интернету. Вот такие дела. Стоит только сказать слово Алиса, она сразу же встает, да? Так.
Елена, у меня еще не все, конечно, куплено в 1+1, но уже 7000 евро ушло. Да, ну вот я говорю, в среднем цена где-то до десятки, не меньше, это точно. Ну, если кто-то на более навороченные вещи, мебель, то все, это, конечно, ремонт, если, например, хотят переделать, потому что все равно застройщики не делают такой идеальный ремонт, и многие переделывают, снимают и плитку, и ламинат там, или кафель кладут. Это все деньги. Нанимать рабочих здесь, как говорят, очень дорого. Сама работа даже будет стоить, не 5 копеек будет стоить. Турки сразу берут много. Так, метле не надо. Bosch, Beko очень надежная техника. У знакомых стоят стиралка уже много лет, а по цене намного дешевле. Да, ну вот немножко другая фирма, она подешевле, да. Но вы знаете, даже вот хоть дорогая, хоть дешевая техника, бывает и дорогая техника, но она ненадежная. Ну кто его знает, знаете, кому как повезет, это лотерея. Это раньше, я помню, делали, да, стиральные машинки, я помню, еще когда жили у себя дома в Питере, покупали стиральную машину, да, еще тогда за доллары еще можно было, да, так она 30 лет, эта машинка, ей ничего не делается, абсолютно. Или чайники, помните, электрочайники такие были с золотыми спиралями там, да, или такое донышко золотое. И 10 лет кипяти, пока он сам по себе уже не разыто, а сами приборы работали. А сейчас такое все делают, знаете, гарантийный срок прошел, потом не факт, что он и дослужит до этого гарантийного срока. Поэтому кому как повезет, лотерея. Так. Алиса спрашивает, не могли бы вы подсказать, какое сейчас количество киловатт по льготной цене в год? Как быть, если в год перебор, к примеру, на следующий год обнуляется и заново какие-то действия предпринимают? Ну, я не знаю, мы как вот вроде бы и все время работает, но все время попадали в льготную категорию, поэтому кондиционеры работают, не знаю, все нормально, поэтому... Ну, может, если комнат много там, да, например, 3 плюс 1 или 4, и там много кондиционеров, чайники, и это может и какие-то есть. Ну, я не знаю, у нас 2 кондиционера, все, мы попадаем нормально, как бы не было перерасхода. И государство вот делает льготы, да, это очень хорошо, и причем льготы хорошие и за воду, и за свет, за все. Поэтому очень хорошо. Спасибо за сердечки. Да. Так, скажите, пожалуйста, по договору, если положена неустойка за то, что не сдан комплекс вовремя, реально ли получить назад деньги от застройщика? Ну, скорее всего, вряд ли. Я не знаю, у вас в договоре, если это прописано, может что-то, ну, они скажут, ну, судитесь. Судиться в Турции бесполезно, это суды годами длятся. И застройщиков вряд ли кто там, как говорится, накажет. Ну, у них много причин, как обычно в договоре, они мелким шрифтом пишут непредвиденные обстоятельства или там, как было, знаете, вот тогда землетрясение было, да, все на землетрясение, вот все сказали, что вот людей убирали, технику отдавали, все не это, вот мы не могли выкарабкаться, помогали, теперь у них проблемы, ну, все, как говорится, отмазку найдут. Вот, поэтому вряд ли, что можно от застройщика в Турции получить. Так, Алиса, мне кажется, вы не совсем правы. Техника дешевле в Турции, турецкая. В СНГ только телефоны дешевле. Вот Алиса опять. Нет, ну какая техника, ну как и дешевле? Нет, не может дешевле. В любой стране, вот, например, да, ну вот взять тот же, например, что самое дешевое? Ну, Altus, да, техника, по-моему, Altus. Ну, тот же холодильник или там та же стиралка, да, она стоит, ну, 12 тысяч лир.
Поэтому я не думаю, что если даже на Украине, что такой же недорогой марки или в России недорогой марки будет стоить в 2 раза дороже. Нет. Потому что, да, знаменитые, они будут дороже стоить, вот эти всякие Bosch и все остальные. А менее раскрученные, они в любой стране будут дешевле стоить. Ну, у них как дешевле? Вот, даже если холодильник, вот, да, он простой, например, да, тот же Altus, его невозможно проверить. Если он даже сломается, их тестером невозможно проверить, потому что это будет дело наугад. Сломалось, только дорогую технику они могут проверить на специальных этих самых приборах, что да, сломалось то-то и то-то. Здесь нет. Сломалось одно, сначала меняют реле. Сломалось другое, это, а потом в конце мотор могут поменять. Поэтому методом втыка, как говорят. Но техника очень дорогая. Поэтому если есть возможность купить у себя, потому что в любой, я думаю, это в той же, ну вот я не знаю, как в другой стране, но в России, например, да, через Авито там, или, то есть не через Авито, а через, уже привыкла эти трендиолы, и это, через другие Валберис там или еще какую можно было заказать, и даже в магазины были, которые техника была недорогая, потому что с Китая, насколько оно прочное, не знаю, но просто более дешевые вещи. Были дорогие, были бы и дешевые, поэтому все на каждого покупателя. Как говорят, свой товар на каждого человека. Так. Угу. Евгений, у нас Айдата за 2 плюс 1 берут 750 лир. Ну, это у вас шикарно. И еще за бассейн и прочее дополнительно. А у кого как? Ну, у нас 900 лир Айдат. Вот Леночка пишет, у нее Айдат 1200. Ну, бассейн тоже хороший. Я была, Леночка, смотрела, у вас хороший бассейн, замечательно, территория сделана, все шикарно. Вот. Ну, да, Вера Вальбрис, да. Ну, я знаю, да, конечно. Ну, я думаю, в магазинах тоже. Ну да, сейчас цены подняли. Ну, что делать, не поймешь. Сейчас, конечно, в мире что творится, это просто ужас. Поэтому просто ужас. Так, что еще хотели узнать, друзья? Какие планы у вас? Кто собирается приехать сюда? Или уже не собираетесь с такими новшествами и морем? Пишите. Или будете у себя отпуска проводить? Ну, хотя я думаю, что сейчас провести отпуск везде дорого. Что в своей стране, что куда-то поехать за границу, те же билеты, перелеты, это все, ну, в общем, очень дорого. Дешевого, по-моему, уже как раньше ничего не осталось. Так, что еще хотела сказать? Да, ребята, кстати, вот хочу сказать, я выкладывала видео про Арат Wi-Fi. Помните, вот раньше в Тедже, недалеко от Мигроджет, через дорогу буквально, был Арат Wi-Fi. Сейчас его нет, поэтому если вы будете приезжать, ну, кто купил квартиры, подключать Арат Wi-Fi, чем удобно. Что вы, например, платите за него, заплатили за месяц, да, можете в следующий месяц уехать в другую страну или домой куда-то, или просто вы не платите, да, ничего. Это потом приехали, заново оплатили, и заново у вас есть интернет. Очень удобно. Чем Турксел там или Турктелеком, это сложнее, там у них договора, в общем. Оформить сложно, а расторгнуть договор еще сложнее, и нужно постоянно платить. Вот так. Леночка, я считаю, дни до 16 августа прилетим в Тедже. Да, Леночка. Очень хорошо, что прилетите. Я думаю, и море, может, получше будет. Так что, да, время летит быстро. Не успеешь оглянуться, как туда-сюда уже
время прилета. Так, исходя из опыта, Оксана пишет, исходя из опыта трехлетнего проживания, что лучше ставить газовую или электроповерхность? Если постоянно жить в Турции, не будешь, а наездами. Да, лучше газ. Ну, я провела газ, у нас газ есть, поэтому, во-первых, намного, да, экономней. Ну, зимовать мы пока не зимовали, потому что в этом году только газ провели. Вот у нас двухконтурный котел, но на плиту очень удобно. Включил, никаких проблем, ничего, очень хорошо, быстро все сделали. Вот, кстати, газовый котел мы покупали турецкий, не брали вот эти дорогие, взяли турецкую фирму Дамир Дакюм, очень хорошая, очень удобно, я довольна, поэтому если кому понадобится, я скажу все, что вас интересует, потом по газу. Но газ просто так оформить нельзя, обязательно нужно, чтобы было ВНЖ, поэтому такие порядки. А по поводу Арат Wi-Fi, вот да, нужно ехать в Тамюк. Я сделала шортс небольшой и конкретно там показала, где сейчас Арат Wi-Fi находится. Если, например, вы едете со стороны Теджи, только проезжаете мост, такой воздушный мост, и вы едете так, и дорога вот с левой стороны, там пекарня, хлеб пекут, огромная вывеска, прям такой батон. И вы прям сразу заворачиваете, ну там остановка, если на автобусе вы можете это, и пройти вниз пешком буквально тоже там метров 150. И находится этот Арат Wi-Fi. И там все можно подключить, и симку, и все, как говорится, оформить этот интернет домашний. Вот так. Это я... Угу. Угу. Вера, а до Тарсуса не доедет? До Тарсуса я доехать или как? До Тарсуса на велосипеде не доехать, это далеко. До Тарсуса нужно ехать на автобусе или на маршрутке. Вот. Ну, по такой жаре ехать, вы знаете, это не очень хорошо. Во-первых, когда не знаешь город. Сейчас водички попью. Пока не знаешь город, ну, Тарсус я обычно приезжала на автобусе, когда ездила в аэропорт, да. Вот, раньше ездили же до Аданы, проезжали Тарсус, все просто так. Ну, лучше поехать, когда уже осенью будет, более прохладно. Я тогда спокойно проеду, посмотрю. Как всегда, возьму вас с собой, поделюсь всем, что вижу. Что-то прям горло першит. Ребята, на 1 секунду отойду, покашляю. Не знаю, бывает у вас так ни с того ни с сего. Запершило горло и все. Так, сейчас, ребята. Евгений, ой, подождите. Так, про Тарсуса, ага, понятно. Елена, а на газ не продлят, так как нет ВНЖ. Купила электрическую панель. Да, Леночка.
Пока нету ВНЖ, газ не ставит. Евгений, Вера, офис Арат есть. Также сейчас тоже новый открылся. А когда открылся, Евгений? Я вот проезжала буквально на этой неделе несколько раз. Один раз даже поехала специально, вот когда закрылся, и после Тамюка, как я съездила, да, я объездила все Теджи. Вот смотрела, нигде нет. Вы напишите, пожалуйста, где. Я обязательно туда съезжу, посмотрю, что и как. Потому что это, если открылся, это просто замечательно. Не нужно ехать в Тамюк и, как говорится, мучиться. Мы купили эту квартиру. Объясните, пожалуйста, как долго будет нам открываться банковская карточка, чтобы потом мы могли оплачивать коммунальные услуги, и можно ли это будет сделать онлайн, проживая в Европе. Так, вы когда квартиру покупали, у вас счет есть через Зират, я так поняла, да? Если есть счет через Зират банк, то коммунальные можно скачать приложение и автоматически оплачивать из Европы. У меня знакомые в Германии, вот Леночка и Юра, они оплачивают через этот, автоматически у них списывает. Поэтому я думаю, если у вас карта Зират банка есть, то проблем не будет. Ясно. Угу. До Тарсоса ездить на 2 маршрутках сейчас. Ну, я говорю, в такую жару ехать не хочется. Просто вот поймите, это не ближний свет. И поехать вот выжатый как лимон, не зная города, и вот так поснимать. Все-таки, когда прохладно, спокойненько, поехал. И, как говорится, это. Я обязательно съезжу. Ну, попозже. Так, и Елена, а вы так и не сказали, через кого квартиру продали? А я квартиру вообще не продавала. Угу. Угу. А, я поняла. Да, Леночка, это да, я поняла. Угу. Налево, сори. Угу. Понятно. Так что вот такие, вот видите. Что-то я вам рассказываю и делюсь, а что-то, видите, узнаю. Ну, я обязательно вот все-таки меня рад, надо проехать, поискать. Вообще хочу в ближайшие дни поснимать стройки, и которые в Тедже, их же много, да, которые вот недострой, ну, которые с задержкой. Поэтому если, ребята, вы купили квартиры в этих вот стройках, и уже там, может, предсдача или почти, что вам там обещают, вы говорите, я, чтобы не за одного, например, не за одной стройки, а несколько сняла, что вот это, я постараюсь зайти туда на территорию и узнать все, спросить, как говорится, может, получится подняться на этаж, может, даже и в квартиру, если пройти, я с удовольствием могу снять, показать, и я думаю, вам будет интересно. Вот. И потом поехать еще обязательно в Тамюк, снять стройки, не сняла в прошлом видео, посмотреть, что буквально вот за эти 2 недели сделали или не сделали. Там же и бассейн даже, то есть бассейн в Вегасе и в Рио горку собирать хотели, я не знаю, собрали или нет. В общем, как все обещают, вот 2 месяца, все быстренько будет. Ну, не знаю. Ну, вот это вот мне понравилось. Вчера я зашла, вот Альп-Сити 8. Там я знаю, что есть квартиры в Альп-Сити 8. И знаете, понравилось особенно 2+1, угловые. Вид шикарный.
которые 1+1, они поменьше, но 2+1 это бомба просто. Вот особенно вид на море. Даже вот мы невысокий был этаж, мы были на 3-м этаже, поднялись, посмотрели, хорошая квартира. Ну, как говорят, и плюс, и минус. Плюс в чем? Смотрится хорошо, шикарно, вид шикарный, но балкон как бы совмещен с салоном. Если вот у нас балкон отдельно, да, отгорожен, там получается кухня и балкон, что не очень нравится. И потому что если балкон, себе на балконе. В общем, такие. Ага. Вантажа, пожалуйста, снимите Мерсин Люкс. Спасибо. Да, я все записываю. На листик записываю, что вот такое сито, и чтобы было, понимаете? Сейчас я еще сюда запишу. Потому что, ну, как, застройщики, они всегда показывают и улыбаются, когда вы деньги платите. А когда вы рассчитались полностью за квартиру, то им не интересно. И обычно, знаете как, всегда показывают, когда котлован, вот делают коробку, это быстро все, да, думаешь, ну, быстро, ничего не будет задержки. Но когда начинаются внутренние работы, остается 2-3 человека всего, которые работают над всем домом. А остальные идут на следующий котлован и заливают вот это все, делают коробку. А внутренние работы делают буквально 2-3 человека во всем доме. Поэтому вот такие задержки. И я удивилась даже вот, даже в Маршалл, вот туда поехала, вот сколько раз я ездила, ничего не меняется. Вот как было, так и есть. Такое ощущение, что никто ничего не делает. Хотелось бы, чтобы быстрее все закончили. Я не знаю, там говорят уже около 2 лет, да, если кто купил квартиру, напишите, насколько задержка идет. Спасибо за сердечки. Очень приятно. Спасибо вам большое, ребята. Когда нажимаете, YouTube это видит и все-таки немножечко продвигает канал. Очень приятно. Ага. Оксана пишет, я смотрю, много людей, задержки 2 года. Это слишком для таких именитых застройщиков. Же ждут Мерсину, да. Ну, знаете, даже вот 2 года, но дай бог, чтобы все достроилось и нормально получили. Есть же, которые вообще разорились, и все, закрыты стройки, там ничего не делается, и абсолютно просто брошенки. Их очень много. Поэтому пусть хоть 3 человека, но потихоньку что-то делают. А так остаться, что, знаете, вложить деньги и остаться ни с чем, это тоже не очень хорошо. Так что будем надеяться на лучшее. Вот. И практически редко где вот вовремя сдают. Хотя, знаете, вот если от меня идти вот в сторону, какой же там, Алипсити 3, по-моему, да, там вот новая стройка, 3 блока. Не поверите, буквально вот с осени они начали, уже 10-й этаж. Вот 3 дома, они гонят уже, считай, 10-й этаж. Очень быстро. Ну, застройщик, я не знаю, он, по-моему, в городе когда-то работал, но я не видела коттеджи, его баннеры. Хотя территории, вот возле трассы Д400 много домов продается, убирают старые дома, вырубают за трассой Д400. И вот туда, если ехать, как его магазин, Мигрос, ну знаете, на трассе такой в Тедже, то там и мастерские по ремонту машин были, все, это все убрали, там такие дома, территории, все распахали, все котлованы, и много домов уже выстроено, и где-то по 7-8 этажей.
очень много. Пилят сады подчистую, лимоны, вот это все. Ну, заходят другие застройщики, которые вот из города. И в основном по трассе баннеры «Земля продана», «Земля продана» и другие имена. Поэтому, дай бог, расширяется, все улучшается. Ну, хотелось, чтобы и дома делали вовремя, и саму территорию убирали сразу, чтобы чисто было. Но пока нет. Угу. Пожалуйста, на севере Мерседеса, как привет. Да, уже 2 года задержка. Я смотрю, много людей с задержкой. Угу. Ага, Менезе Башаран. И задерживают, и говорили совсем другое. Угу. Ну, хотя, вы знаете, это вот Менезе Башаран, по-моему, в Тамюке, да, очень много. Там вот застройщик, я видела на домах очень много. Менезе Башаран, Менезе Башаран. И там, по-моему, ой, какой же там Сите, рядом, где Блюстин, по-моему, где Наташа Сапунова. Вот с этой стороны Блюстин-то вот так вперед, а с этой стороны вот новая стройка. Ну, там уже окна ставили, все. Надо будет, ну, я проеду, обязательно посмотрю. Потому что много таких строек стоят, которые, ну, не понять. В картах нету, потому что нет искана, они еще не внесены. И табличек нету ни на доме, ни на въезде, вот, въездной группе. И вот ездишь другой раз мимо этого дома и не знаешь, что это он, потому что, ну, не везде есть информация. Поэтому, друзья, если у вас есть информация вашего дома, там, лучше скиньте ссылочку, где находится или что рядом. И я могу увидеть, и потом вот в Телеграм напишите или в личку мне напишите. И я с удовольствием все запишу на листике. Я всегда перед тем, как ехать, выписываю, что ага, тот просят, то это. И еду туда смотреть, показываю, потому что я понимаю, как это важно. Вот, посмотреть и успокоиться немножко хотя бы. Так. Так. Витаю, если будет вояж, снимите, пожалуйста, Арива Хиллз. Ну, вояж на велосипеде я не доеду, это точно. Это если бы я ехала на каком-нибудь другом транспорте, ну, вояж это далеко. Да. Ну, я запишу на всякий случай. Мало ли, вдруг я буду далеко. Ну, нет, далеко там будет вояж. Это только на машине нужно. Так. Так, Евгений пишет, у нас в Эмеральд Стар задержали на 2 года, но я больше скажу, разница между рекламными роликами и домом в натуре очень существенная, не в лучшую сторону. Вы не удивили, Евгений, это везде так. То, что пускают в глаза, это ролик, да, красиво все, бассейны, фонтаны, все, приезжаете. Бассейна может и не быть по документам, поэтому тоже проверяйте перед покупкой. Это очень важно, потому что многие застройщики, может, видели, да, засыпают бассейны, а его фактически не должно быть. Хотя по роликам вам показывают все красиво, мило, все хорошо и замечательно. На самом деле все более дешевое и более простое. Нужно, если смотреть, во-первых, нужно самому приезжать покупать и смотреть застройщик, что делает, какие материалы использует, как он строит. В общем, все нужно изучать, если хотите, чтобы вот не вляпаться куда-нибудь.
Так, да-да, это в Томюке. Мгм. И Мерсина Люкс тоже он Башаран. Ну да, вот я помню, что вот в Томюке Башаран очень много, да. Обратила внимание, почему? Потому что везде МНЗ это, и вот наверху, да, большие. Ну, там, наверное, он один из первых зашел, поэтому как бы начал строить. В Тедже много застройщиков. Какие-то маленькие дома строят, есть турецкие, знаете, по 8 этажей, без бассейна, просто чисто дом и все, без территории. А кто-то вот именно как Сите делает. Ну, с хамами это как бы в Тедже не очень много домов. Мгм. Оксана, я согласна. Рекламный ролик Мерсины был как апартаменты в Дубаях. А построили совсем другое. По внешнему виду даже должен был быть в другой отделке. Да, вот, и потому что выкладывает, как говорят художники, я так вижу, да, вот он снял, нарисовал, а застройщик, ага, посмотрел, это дорого, это надо сэкономить, другое и так сойдет, обойдутся или что-то, цены повысились, могут сказать, материалы поднялись в цене, поэтому делаем из того, что есть. И поэтому застройщики, которые реально при своих деньгах и строят из своих денег, а не с денег, как говорится, людей, которые купили квартиры, очень мало. Александр. Надюша, привет. Так что вот такие рассказала, какие тут ситуации разные. Ну, в Арпач тоже планирую поехать. Ну, сначала в Томёк, Арпач, ну, там по пути посмотрим. Поэтому, если что, ребята, кто в Арпаче, можете тоже записать вот в Телеграм, туда написать. На неделе на этой поеду. Вот. Поэтому постараюсь все поснимать. Так, я смотрю, что мы еще не обсудили. Так, ну, много таких вопросов. Ну, вот набережную обсудили. Про телефоны все, наверное, да, услышали, что менять нужно, делать подтверждение своего номера. Вот. Пока в Тедже нет ВНЖ, ну, отдают не всем. Ну, вы знаете, как я и говорила в предыдущих, если 200 тысяч долларов есть, то ВНЖ получите. Если нет, то туристик, говорят, что на рассмотрение Украине как бы дают, но не знаю, особо я не слышала так, чтобы вот люди делились, что да, приехали и прям сразу дали. Говорят, все равно так какие-то нужно подтверждения банковские, чтобы сколько-то денег было на счету. В общем, не все так просто. Мгм. Говорили, например, поясните еще раз, пожалуйста, про телефоны. Я не поняла, вернее, не услышал. Ага. Ну, про телефоны. Вот если вы, например, у вас есть турецкая сим-карта, да? В Турции иностранцам с этого года вот разрешено иметь один номер только турецкий. Если у вас она оформлена на вас, то до 25-го, ну, как говорят, продлили до 1 сентября, что нужно подтвердить, что вы являетесь владельцем этого номера. Верификация. Нужно прийти с документом и пройти всю процедуру. Если нет, то этот телефон сначала смс будут отключать, потом еще что-то, и в течение полугода его просто заблокируют. Вот и все. Не будет номера. Ну и придется потом заново покупать турецкий номер и всю процедуру делать. Поэтому если вы не подтвердите верификацию. Там нужно, по-моему, заходить, вот приложение Göç Ай, по-моему, да,
Ну, что-то Гёчай, по-моему. Если вы далеко где-то, ну, лучше прийти. Вот мы ходили, по телефону нельзя было, нужно было само присутствие. Вот я брала загранпаспорт, Кимлик, и все вот подтверждали, делали съемку, так, профиль, анфас, в общем, процедура, я не знаю, прям очень сложная. Так, и можно ли пользоваться телефоном из Европы со второй карточкой хотя бы 3 месяца? Ну вот насчет этого сейчас не могу сказать. Могут все что угодно. Если они примут блокировать карту без подтверждения, то могут заблокировать. Поэтому вот для этого, видите, как, что все должны лично. Не то, что, например, я пошла, а муж мой не пошел, я взяла сначала его, например, Кимлик и пошла. Вот я... Нет, нужно личное присутствие. Так, Евгений, а вообще что считается более престижным? Арпач, Тамюк, Теджи и Аяш? Ну, Аяш – это, конечно, курортный район. Там море почище. Во-первых, там пляжи совсем другие. Поэтому Арпач, ну, Арпач, Тамюк, он тоже считается, как раньше было, курортный. Ну, что я могу сказать? Он там более... Дома строят, много домов строят, но такой инфраструктуры нету. Много магазинов нету, ну, особо ничего такого нету там. Во-первых, если на остановку идти, до трассы Д400 идти очень далеко. Ходит в основном автобус 156 и маршрутки. Стоимость проезда, если вы хотите в Мерсин, тоже не 5 копеек. Вот я ехала, например, из Теджи до Эрдемли 80 лир на маршрутке в одну сторону. Туда, обратно 160 лир. Ну, а если, например, кто-то учится, да, студент или там школьник, будет учиться там в Мерсине, например. Ну, представляете, сколько вот ездить нужно, сколько денег. А во-вторых, кому-то нравится более шумное место, кому-то более спокойное. Молодежи, конечно, им нравится больше в городе, там много всего, развлекательных этих всех заведений, и кафешки, и для студентов очень много, и набережная шикарная, магазины, все. У нас как бы и магазины есть, все. Ну, Теджи, он ближе к Мерсину. Я буквально даже на велосипеде я могу доехать спокойно. На автобусе или маршрутке, ну, там 20 минут ехать, 20-25 в зависимости от движения. Если автобусы пробок нет, доедет быстро. Есть пробки чуть дольше. Ну, а Тамюк-Карпач это еще дальше. Если пенсионеры, многие купили там жилье, нравится людям, которые любят спокойно. Приехали, отдохнули, да, уехали. Но если так для развлечений, там глуховато. Пока глуховато. Со временем, может, будет, но когда это будет, неизвестно. Ну, пока, не знаю, не очень. Сама набережная красиво, да, широкая. Есть зона такая, как бы деревья, все. Где-то поливает траву, где-то не поливает. Ну, не знаю. Посмотрим, что будет дальше. Так что вот так. Ну, многие же покупали квартиры через интернет, понимаете? Вот я тоже покупала через интернет квартиру. Я не знала, ну как, видела несколько видео буквально. В то время вообще видео было мало, да? Вот показали нам красивое видео, приблизительно, где оно недалеко там от моря. Вот. И также многие купили и в том же Тамюке, и в Арпаче, и в Чешмелях. Где-то близко к морю, где-то это, ну, кому что нравится. Вот. Лучше, конечно, приезжать самим, вот так, смотреть, посмотреть застройщиков, повыбирать, поездить. Многие и покупали квартиры в Эрдемле. Вот мне тоже нравится. Но Эрдемле это отдельный город, как бы небольшой городок, и там квартиры, там и старые постройки, и новые есть.
Ну, это отдельный город, там все есть, и поликлиники, и магазины, и большой торговый центр есть. В общем, ну и тоже кому-то нравится то место, кому-то не нравится. В общем, все на любителя. Поэтому одинаковых, ну как, не может одинаково всем нравиться, да. Поэтому такое дело. Вот. Так что, ребята, пишите, что еще вам интересно, кто приедет. По поводу велосипедов я тоже вот рассказывала, что, кстати, вот недалеко от Эджи там есть и магазины, и велосипеды, и такие, знаете, вот электро, которые двухместные, ну, который сидит водитель и сзади, да, такой этот, ну, он не байка, как он называется, двухколесные и трехколесные с крышей такие штуки, ну, вы видели, да. Есть тоже там велосипеды, много скутеры появились, стали продавать, хотя раньше не было вот скутеров, сейчас есть уже электро, ну и в городе много таких, поэтому и много возле Теджи магазины есть, открываются, которые, вот и вы купили квартиру, да, хозяйственные, очень хорошо, там можно купить все, не надо ехать куда-то, поэтому туда-сюда, вот, очень удобно. Так, ну ладно, сейчас посмотрим, ребята. Ну, сегодня будет видео немножко, не видео, а поговорим немножко покороче, потому что интернет у меня на телефоне, я не знаю, сколько там осталось, чтобы не получилось, как домашний отключился, и там отключится, и получится, что ни туда, ни сюда. Так, а сколько в Турции стоит самокат электронный? Ну вот смотрите, в Мигросе была в городе, да, там в пределах 20-30, от 20 до 30 тысяч. Но фирменные, хорошие, там от полтинника и выше в лирах. Хорошие такие мощные самокаты, которые хорошо ездят. Те, да, они дорого стоят. Так, а возможно ли поменять две квартиры на одну хорошую, не продавать, покупать, а поменять? Ну, я думаю, это сложно в Турции, чтобы вам подобрать двух покупателей одновременно, да? Не, ну если у вас много квартир, например, да, вы сдаете как инвестор, да, можете, например, одну, вторую продать, а себе купить это. Ну, это не так быстро. И, во-первых, какие квартиры в хорошем месте, и это сложно, конечно. Ну, все возможно. Так, в домах, которые не газифицированы, можно ли покупать газовые баллоны, не имея ВНЖ? В Турции ВНЖ баллоны покупают во всех квартирах практически. Ну, такие маленькие баллоны. И вы звоните, вам приезжают, подключают. Если у вас заканчивается газ, вам меняют. Также по телефону позвонили, буквально 15-20 минут, приедет мастер, все подключит. На сегодняшний день замена маленького баллона, но его хватает, если каждый день готовить. Вот мы раньше пользовались, пока не подключили газ, на 3 месяца ежедневной готовки. Если вы будете приезжать только летом или когда отдыхать, то вам хватит, я думаю, не на 1 год. Так что так. Ой, ребята, спасибо вам большое. Я, наверное, буду закругляться. Я просто боюсь, что у меня интернет сейчас отрубится. Поэтому огромное спасибо вам, кто пришел ко мне на прямой эфир. А что посоветуете? Лучше газовую или электрическую плиту? Но если вы планируете здесь получать ВНЖ и жить, лучше газовую, потому что электричество как бы и будет у вас, например, да, и кондиционеры работать, и чайник, и электроплита, это такая нагрузка, а провода тут особо не очень такие мощные. Вот, поэтому имейте в виду. Надежда, привет, спасибо, сестричка. Да, ребята, извините, что так получилось, сегодня у нас коротенькая будет
стрим наш, короткий прямой эфир, но другого выхода нет, интернет домашний пока не подключился, а с мобильного у меня уже заканчивается. Я думаю, в следующий раз я обязательно с вами поговорим подольше. Вы пишите, что вас интересует. Если что-то срочное, пишите в Telegram. Я обязательно все прочитаю, расскажу. Если что, можно связаться со мной, написать мне на WhatsApp, телефон, в Телеграме это. Напишите, созвонимся, все без проблем. Я все, что знаю, я расскажу и поделюсь. Поэтому спасибо вам большое еще раз. Ну, до следующей встречи в следующем стриме. Все, друзья, всем пока. Спасибо огромное, что вы пришли и поддержали меня. Я очень благодарна.